Если вы ждали знак, чтобы наконец начать, то вот он. Привет, я Аля, и это «Пока не поздно». Подкаст для тех, кто не хочет жалеть о не сделанном вчера ради великого сегодня. Здесь я рассказываю истории обычных любителей, которые превратили мечты в дело всей своей жизни, даже когда казалось, что все шансы, которые им попадаются, против них. Все о том, что для грандиозного успеха нам не нужно многое. В этой рубрике «Антиментор» я тестирую на себе различные советы из интернета и рассказываю, работают они или нет. И сегодня мой выбор пал на очень популярный совет, а именно медитируйте для того, чтобы вам стало лучше, для того, чтобы у вас прокачалась осознанность и множество других плюсов, которые описываются. Представьте, вы заходите в комнату, садитесь, закрываете глаза, чтобы начать медитировать, и вдруг на вас нападают эти кучи шумных обезьян с тарелками, которые бьют вас по голове и заставляют вас рассматривать каждое воспоминание за сегодня. Вы понимаете, что вы не можете отойти от этого внутреннего диалога, который безостановочно у вас крутится. Мысли скачут, вы цепляетесь за тревоги. Даже когда вы просто собираетесь лечь спать, у вас перед глазами фактически картотека ваших неудач, например, или тревог, воспоминаний в том числе. Вы пытаетесь что-то с этим сделать, но все становится только хуже, все разваливается. Вы пытаетесь сосредоточиться на дыхании, хватает на 20 секунд, но потом снова и снова и снова и снова. Затем вы ловите себя на том, что вы уже составили список покупок на завтра. Знакомо ли вам это? Я всегда думала раньше, что медитация — это что-то между эзотерикой и лайфстайл-трендом, знаете. Но потом я узнала, что 8 недель практики могут изменить структуру вашего мозга, и я решила провести эксперимент и начать хотя бы с одной недели медитировать хотя бы час в день. Да, это очень много для начала, но я не новичок, я это немного умею, я это практиковала, поэтому я подумала, что с часа в день начать будет в самый раз. Я готова начинать свой рассказ о том, как прошла эта прекрасная неделя. Обязательно будьте со мной до конца, чтобы получить ключ к тому самому вопросу внутри себя. Теперь ненавязчивый призыв. Подпишись и поставь лайк. Так ты поможешь другим людям узнать об этом проекте и, возможно, поможешь ответить им на их внутренние вопросы. Почему я вообще захотела это попробовать на полном серьезе? Почему я решила вам об этом рассказать? Дело в том, что в 2011 году гарвардские ученые провели интересный эксперимент. 16 человек прошли 8-недельный курс Mindfulness-Based Stress Reduction. После этого эксперимента МРТ показало увеличение серого вещества в гиппокампе, который отвечает за память, и сокращение миндалевидного тела. Это наш центр страха. Но больше всего меня поразило вообще другое. У тех, кто медитировал, кора мозга стала толще в зонах, отвечающих за внимание и эмоциональный контроль. С ребятами, у которых есть подписка на уникальные эпизоды подкаста, я делилась своими переживаниями о том, что в какой-то момент времени я заметила, что у меня ухудшилась память. Я заметила, что у меня проседает фокус и внимание. И мне захотелось с этим что-то сделать. Глобально я это исправила, но нет предела совершенству, ведь так? Говорят о том, что медитация — это как тренировка для вашей префронтальной коры. Вы буквально качаете мышцу осознанности в своей голове. Но, конечно, у этого есть и другая сторона. Исследование 2019 года из Браун University показало, что 10% людей испытывают тревогу и панические атаки во время медитации, особенно те, кто склонен к рефлексии. Как будто мозг, лишенный привычных отвлечений, начинает атаковать сам себя. Так как вы сфокусированы только на себе, вам не на что отвлечься, никакие шумы, никакой свет, ничего трогать нельзя. Вы просто сидите статично или лежите статично, и вы как бы замкнуты сами в себе. От этого у многих людей может возникнуть такая штука, поэтому если вы знаете, что у вас может это проявиться, пожалуйста, делайте это с кем-то и постарайтесь сделать так, чтобы был кто-то, кто может оказать вам помощь. Ну что ж, я решила рискнуть, я вам рассказываю инструменты, которыми я пользовалась. Первое — это приложение, которое называется Headspace, по совету антрополога из Стэнфорда, который изучал эффекты медитации на когнитивные функции. Пункт номер 2 — это 2 книги. Первая книга — это «Сила подсознания» доктора Джо Диспензы. И вторая книга — это «Осознанность» Марка Уильямса. Это как учебник по медитации для скептиков. Про первую книгу, я думаю, будет отдельный эпизод. Верю в то, что я запишу его вместе с одним прекрасным человеком, и мы сможем поделиться с вами тем, как у нас прошел более длинный и интересный эксперимент о медитациях. И, конечно же, я взяла с собой в эту неделю обычную подушку, так как выяснилось, что сидение в позе лотоса снижает приток крови к ногам на 30%. Спасибо, Journal of Biomechanics. Ну что, поехали. Я расскажу вам все по дням. День номер 1.
В целом, я бы хотела себе сказать, что я неудачница была в этот день, потому что я так активно к этому готовилась, я столько к этому шла, я думала, ну я же это уже умею, сейчас я сяду, и все. Нет, это вообще не так. Нет, нет, нет. Я села в тишине, сосредоточилась на дыхании, поставила таймер. Это очень важно. И уже через 17 секунд, так как я поставила таймер, я была в курсе, сколько времени прошло, я поняла, что я начинаю волноваться о том, не произошло ли что-то дома. Нет ли чего-то, что может меня отвлечь от этого скучного, неинтересного занятия сидеть час в тишине и в темноте. Дальше хуже. У меня начали зудеть ноги, у меня начала зудеть голова, еще мне начал крутиться в голове фрагмент из песни «Вдруг, как в сказке, вскрипнула дверь». Короче, такой маленький цирк. Исследование Университета Калифорнии показало, что новички отвлекаются каждые 10-20 секунд. Это нормально. Мозг воспринимает тишину как угроза, так как он эволюционно запрограммирован на то, чтобы анализировать наше окружение. И еще один интересный факт. Journal of Endocrinology опубликовали его. Даже неудачные сессии снижают уровень кортизола на 12%. Это очень-очень-очень интересно. В общем, глобально медитация — это не очищение ума от мыслей, это тренировка возвращения себя к фокусу и к чему-то конкретному. Опять же, как качать мышцу. По данным University of California, новички в 47% случаев думают не о дыхании, а о бытовых проблемах. Но ключевой момент — сам факт, что вы заметили блуждание своего ума, это уже часть медитации. Во второй день мне хотелось получить награду. Мне хотелось какой-то дзен, да, мне хотелось вот это состояние возвышенности, легкости, ясности, но я его не получила, несмотря на то, что я отсидела ровно час. Вместо расслабления я чувствовала напряжение в плечах и спине, и я поняла, что я очень старалась медитировать правильно. Исследование Ельского университета говорит, стремление к идеальной медитации активирует центры стресса в мозге. И факт, 60% новичков бросают практику на третий день из-за завышенных ожиданий. Получается, медитация — это не достижение, это процесс. Как ходьба. Ты же не злишься, что ты еще не пришел в точку назначения. Ты просто идешь. К концу медитации единственная, кстати, награда, которую я получила, была то, что мне казалось, что мир гораздо ярче выглядит. Я не знаю, как это объяснить. Будто все цвета стали более контрастными друг другу. И оказалось, что это не метафора. Исследование University of Rome доказало, практикующие медитацию на 19% лучше распознают оттенки цветов. Видимо, мозг перестает фильтровать информацию через какую-то автоматическую призму и прикладывает какой-то нешаблонный фильтр к нашим глазам для того, чтобы мы могли видеть иначе. Я не знаю, как это объяснить иначе. День номер 3, среда, и я поняла, что я чувствую только боль. Я впервые заметила, как у меня болит спина от сидения за компьютером. Я впервые заметила, как у меня сжимается желудок от того, что я нервничаю. Очень интересное наблюдение за телом, которые меня немного напугали. Исследование Body Scan Meditation говорит, практика сканирования тела повышает интерцептивную осознанность, то есть чувствование сигналов организма на 27%. И факт, хроническая боль снижается за 8 недель после ежедневных медитаций. На самом деле, достаточно глобальная вещь. Мы годами игнорируем тело, пока оно просто кричит о том, что ему нужна помощь, ему нужно немного внимания. А мы заняты какими-то другими делами и не можем уделить достаточно внимания телу, которое оно заслуживает. В тишине во время медитации всплыли подавленные эмоции, обида на коллегу, страх моего провала, даже какие-то детские воспоминания и снова обрывки песен, потому что я слушаю музыку без остановки. Кстати, был эксперимент у нас на канале о том, что я не слушала музыку целую неделю. Это было супер интересно, переходите слушать. Психотерапевт доктор Джадсон Брюер, автор книги «Зависимый мозг», объясняет, что медитация активирует островковую долю. Это зона, которая сканирует телесные и эмоциональные сигналы. Я полезла в исследование и нашла некоторое утешение для себя. Journal of Traumatic Stress пишет, что 70% людей сталкиваются с эффектом вскрытия. То есть медитация вытаскивает на поверхность то, что мы годами хоронили в себе. Но это не побочный эффект, а скорее часть исцеления и часть пути, который ты проделываешь, будучи в медитации. Меня в целом это устраивает, знаете. Я поняла, что это достаточно прикольно, и я бы хотела что-то подобное испытать еще раз. Но я думаю, что у меня будет еще множество таких вещей. День номер 4, четверг. У меня началась паника, о которой я говорила вам в начале эпизода, и это было интересно, и странно, и страшно, и неприятно, и еще очень-очень-очень много слов. Просто почувствовала тревогу.
знаете, необъяснимую. Я пыталась себе это объяснить, типа, почему я это чувствую? Что, если я зря трачу свое время? Почему нет результатов? А если я сейчас пропущу важный звонок, ведь я телефон отложила и убрала, и вообще он на беззвучном? А что если, а что если, а что если? Это было ужасно. Это было ужасно. Brown University говорит о том, что у 11% людей медитация обнажает подавленные страхи. Это признак разморозки эмоций. И это я тоже заметила. Очень интересно. Я вам советую попробовать. Реально, попробуйте, пожалуйста. И еще один факт, который я нашла, пока готовилась. Если продолжать практику, через 2 недели тревожность падает на 31%. Имеет место быть, поэтому я буду продолжать. Но глобально мой инсайт за сегодняшний день, за четверг. Страх — это не враг. Это часть меня, которая хочет, чтобы я была начеку. Можно сказать спасибо и отпустить его, чтобы он не мешал в те моменты, когда он нам не необходим. В 5-й день, в пятницу, я впервые поймала состояние, которое я бы назвала между мыслями. Это короткие паузы, когда мой ум не то что молчал, но скорее, когда я могла безмолвно наблюдать за своими мыслями. Как будто я нырнула под них и увидела дно. Я могу сесть на него, смотреть на свои мысли, как на рыб, и все. Исследование MIT говорит о том, что у опытных медитирующих альфа-ритмы расслабления синхронизируются с тета-ритмами интуиция. Это называется состоянием потока. И еще один факт. Такие паузы увеличивают креативность, что тоже очень-очень для меня полезно. Не могу сказать, что я пока заметила какое-то влияние на работу на свою, но будем тестировать дальше. На 6-й день, в субботу, я поймала себя на мысли, что я уже очень сильно жду медитацию. Я прямо жду, когда я уже сяду, когда я уже отключусь. Мне так понравилось быть в этом состоянии. Оно такое приводящее в чувство и одновременно успокаивающее. Она стала для меня не рутиной, а, знаете, встречей с собой. Я даже заметила, что я в течение дня стала гораздо меньше хвататься за телефон. Университет Вашингтона говорит о том, что через 6 дней практики уменьшается зависимость от цифровых стимулов. И факт заключается в том, что медитация снижает наше фома, то есть страх упущенных возможностей, на 22%. То есть глобально можно сказать, что тишина во время медитации — это то пространство, в котором рождаются ваши истинные желания, и вы можете слышать себя без экранов телефонов, потому что вам даже больше туда и не хочется. В 7-й день я поняла, что я за неделю перестала как бы глотать свои эмоции. Злость, грусть, радость. Теперь я замечаю их до того, как они превратятся в импульсивные действия. Исследование Университета Торонто гласит, что медитация усиливает активность островковой доли, отвечающей за эмпатию и самопонимание. И факт, 7 дней практики медитации достаточно для того, чтобы улучшить распознавание микровыражений лиц. Понимаю, что осознанность — это свобода выбирать реакцию на окружающие нас вещи. Между стимулом, например, он на меня накричал, и моим действием, я накричу на него в ответ, появляется пространство для мыслей. Это было супер интересно. Я не могу сказать, что я взяла из этого эксперимента что-то конкретное, поэтому 3 пунктов не будет. Я хочу сказать, что я буду продолжать это делать, потому что мне это очень понравилось, и вашим заданием будет провести 7-дневный челлендж медитаций. Попробуйте научный протокол University of Massachusetts. С 1 по 3 дни медитируйте 5 минут утром. Следите только за дыханием. В дни с 4 по 5 пусть это будет 10 минут. Добавьте сканирование тела. И 6-7 день попробуйте 15 минут погрузиться в состояние медитации. Можете продолжить этот эксперимент и растянуть его, увеличивая число минут до часа, 2, 3. Протестировать себя — это будет ваш личный эксперимент. Зафиксируйте изменения в дневнике, отвечая себе на 3 вопроса. Когда в течение дня ты ловил себя на автопилоте? Какая эмоция приходила чаще всего? Изменилось ли твое восприятие времени? Напоследок я хочу сказать, что медитация не сделает вас просветленным, окрыленным, но она точно сделает вас более живым. Вот и все на сегодня. Спасибо за твое время. Помни, что порой путь к успеху начинается с недоидеи, недоплана или недоуверенности в себе. С тобой была Аля. Пиши в комментарии свои мысли, я все читаю. Начни, пока не стало поздно. Пока.